Я сейчас нахожусь на границе Республики Коми и Архангельской области. Вот здесь в 25 километрах дальше по железнодорожным путям будет маленькая станция ШИЭС. Еще несколько лет назад про нее никто не слышал, но сегодня многие знают, что это такое, знают в Москве, знают в других городах. Часто на митингах и акциях протеста можно увидеть плакаты в поддержку ШИЭСа. Что же здесь происходит? Московские власти решили перевозить сюда, в Архангельскую область, в леса, перевозить мусор в брикетах, упаковывать в Москве и по железной дороге сюда мусор этот в брикетах перевозить, а здесь, собственно, построить огромный полигон. Они назвали это экотехнопарк, где, собственно, и должен храниться весь мусор. Изначально, видимо, предполагалось, что это никто не заметит, что не будет никаких протестов и волнений, потому что место выбрано, ну, такое максимально удаленное от крупных населенных пунктов. Ближайший крупный город — это Сыктывкар, он находится в 100 километрах, до Архангельска более 500 километров. И власти рассчитывали, что никаких протестов не будет и все пройдет гладко. Но народ заметил, и начались протесты, которые продолжаются уже 2 года. В этом фильме я постараюсь разобраться, что сейчас происходит на ШИЭСе. Такого масштабного антимусорного протеста современная Россия еще не знала. Его центром стала провинциальная станция ШИЭС в Архангельской области. Историю ШИЭСа я услышал, как только все это дело началось, прошлым летом, но не придал этому значения, я не поверил в то, каких размахов это достигнет, как глубоко это уйдет туда, куда оно ушло уже. Так, читал какие-то основные новости, узнавал, что появились посты, блокпосты, что люди, сурдомы, стали останавливать стройку. Для меня это казалось как-то действительно далеко, я не понимал вообще, не осознавал, что это те же 30 километров от моего дома родного, от Жешарта. На майских праздниках я решил все-таки поехать, съездить, посмотреть, что там творится. Увидел в социальных сетях фотографии моих знакомых, которые, оказывается, уже там побывали, списался с ними, спросил, что там происходило, что там происходит, что там нужно делать. Вот. Мне сказали: езжай, людям сурдомы нужна помощь, они не спят сутками, работу найдешь себе там сам, чем можешь, тем и пригодишься. Идея построить крупнейший в Европе мусорный полигон возле станции ШИЭС у столичных властей возникла в 2018 году. Тогда в Подмосковье вовсю бушевали антимусорные протесты. То есть, когда был поставлен вопрос о том, что надо подмосковные полигоны закрывать, вот знаменитый скандал вокруг Ядрова, да. Вот, и другие полигоны, там они все вызывают очень острые протесты. Сначала возникла идея, что надо это все везти в Владимирскую область, но и там новый губернатор отказался принимать этот мусор. Тогда возникла такая, насколько я могу судить, изящная идея, что, во-первых, мусор можно перевести в незаселенные территории Европейского Севера, решив как проблему вывоза отходов, так и проблему загрузки северной железной дороги. Дело в том, что северная железная дорога загружена только в одну сторону. То есть отсюда везут нефтепродукты, отсюда везут уголь, отсюда везут лесоповал. А обратно не везут ничего? Обратно не везут ничего, и это огромные потери для РЖД. То есть это огромный для них такой вызов и проблема, что обратно идут пустые вагоны. К реализации проекта власти приступили без лишних раздумий. Действовать решили тихо и напором, без экологических экспертиз, проектной документации и не ставя в известность местных жителей. Про строительство этого полигона я узнал где-то в начале июля прошлого года, так как на ШИЭСе работает бригада путейцев, все в Мадмоске. Приехали какие-то крутые братки, начинают что-то строить, сказали, что деревообрабатывающий комбинат. Ну, этого не могло быть, потому что там лесосырьевой базы нету. И уже где-то к концу июля только узнали, что строят полигон ТБО для московского мусора. Меня это очень задело. Во-первых, это опасность для экологии. Но самое главное, что лично меня покоробило, это оскорбление того, как из Москвы к нам повезут мусор. То есть от нас они качают нефть, качают газ. Здесь вот как раз проходит 5 ниток газопровода, 1 труба нефтяная. Здесь проходит железная дорога Котлас-Воркута, по которой вывозится из нашей республики пиломатериалы, лес-кругляк, уголь, нефтепродукты. А нам взамен, чтобы пустые вагоны не гнать, решили привезти в этих вагонах 2 миллиона тонн московского мусора в год на протяжении 20 лет. Меня это задело. Это плевок просто
Вот именно поэтому, наверное, я тут. Однако у инвестора совсем другие цифры. По официальному плану объем завозимых твердых коммунальных отходов не будет превышать 500 тысяч тонн в год. Это 6% от общего объема московского мусора. Сам полигон экотехнопарка площадью 300 гектар может круглогодично принимать до 5 составов в день. Причем первую поставку твердых коммунальных отходов решили не откладывать в долгий ящик. Первый состав пробный, и это подтверждено документально, есть телеграмма РЖД, которая говорит о том, что первый состав в количестве 56 вагонов должен был пойти на станцию ШИС из Москвы в августе прошлого года. Впоследствии проблема из локальной стала межрегиональной. Слабые поначалу антимусорные протесты переросли в один из самых массовых и бурных в России. Митинги прокатились по всей стране, а не только в Архангельской области и соседней республике Коми. Эта проблема сплотила людей и спровоцировала настоящий социальный взрыв. Акции протеста не утихают до сих пор. Сейчас в центре Сыктывкара будет митинг против строительства в ШИИСе мусорного полигона. Несмотря на то, что Сыктывкар — это другой регион, это республика Коми, а они хотят строить этот полигон в Архангельской области, но тем не менее Сыктывкар — это ближайший крупный город, находится он примерно в 100 километрах, и вот сейчас здесь должен быть большой митинг. Мы идем туда, посмотрим, пообщаемся с людьми, постараемся выяснить, что думают в Сыктывкаре. Руки прочь от ШИИСа! А в чем, вы думаете, для вас проблема? Потому что это же вообще сейчас другой регион, да? Это 300 другой километров регион, от вас. но до Сыктывкара 95 километров. По розе ветров львиная доля сюда будет. То есть вы считаете, будет экологический ущерб? Конечно, для вас? такая свалка. О переработке вообще никто не говорит. Тупо будут эти помои в рулонах закапывать в болото. Это же любому адекватному человеку понятно, чем это закончится. Зачем нам московский мусор? У нас Нам не своего нужен хватает. московский мусор. У Да, нас нам своего со своим хватает. справиться. Не знаем, куда Москва девать. себя перерабатывает, мы свой будем перерабатывать. Север вообще решили сделать самый большой помой. Ну да. Как будто мы здесь не люди, а какое-то Наш быдло. А как думаете, получится в итоге отстоять? Мы верим, что получится. Мы не пропустили ни одной акции. Наши коллеги там и друзья ездят непосредственно на ШИИС, мы их тоже поддерживаем и будем продолжать эту дорогу. Мы все против свалки на севере. Спасибо вам огромное. Я посещал различные митинги, и вот один из митингов как раз был по поводу ШИИСа. Мусорной реформы, мусорных протестов и вот этой всей грязной темы, по-другому не назвать. Я не мог не зацепиться, потому что тема очень важная для всего нашего региона, для всей нашей страны. Задевается наша жизнь. Получается так. Нам грозит смерть. То есть всем нам, нашему области. Я здесь родился, здесь живу, и какие-то люди, которые ради вот этих грязных бумажек, денег, хотят нас продать нашу землю. Мой отец как раз вот майор, полиции. И тогда еще милиция, вот эта вся такая структура. И он меня как раз учил, что нужно защищать свой родной край. Как местная пресса в Сыктывкаре освещает все эти события? То есть наверняка есть какие-то СМИ, которые подконтрольны губернатору, да? Да. Как они себя ведут, как они это освещают? Государственным СМИ дано указание просто молчать. То есть вообще абсолютное молчание в эфире. А негосударственные СМИ, они, конечно, то есть тут самая тиражная газета про город, информационное агентство Коми-онлайн, они прямо публикуют негативные по этому поводу. То есть они освещают протесты, задержания, что там происходит? Да, и сегодня я вот, например... Это все крупнейшие СМИ? Крупнейшие независимые, я бы так сказал. И более того, здесь еще новая реальность в том заключается, что крупнейшие паблики ВКонтакте в Сыктывкаре, они намного популярнее, чем СМИ. Антимусорный протест разгорелся с еще большей силой после того, как губернатор Архангельской области Игорь Орлов на встрече с профсоюзами накануне митинга назвал протестующих шелупонями. 96% жителей Архангельской области против всех вот этих решений правительства по ШИИСу, по всем свалкам. Ну их нафиг эти цифры. Я 20 с лишним лет прожил здесь. У меня здесь дети родились. А всякая шелупонь, которая здесь никто и звать никак, пытаются меня называть непонятно кем, то калининградцем, то украинцем. 28 лет я на этой земле. Поэтому мне
плевать на их рейтинги и голосование по поводу того, что они обо мне думают. Между правительством Москвы и Архангельской областью было подписано соглашение, по которому в ближайшие 3 года область получит 6 миллиардов рублей на социально-экономическое развитие. Москва 2 миллиарда нам дала и даст еще 6 миллиардов. Я что, на дурака похож, что ли, от денег отказываться? У меня там связи никаких с ШИСом нет. А у меня в Ленском районе школы нету. И дорога на Яринск вообще отсутствует. Строительство мусорного полигона в ШИИСе было внесено в список приоритетных для региона проектов. Давайте посмотрим, что власти пообещали людям. Будет создано 500 рабочих мест со средней зарплатой 44 тысячи рублей. Отремонтированы детсады, школы и больницы. Построены дороги. Однако такая перспектива местных жителей вовсе не обрадовала. 7 апреля 2019 года, несмотря на запрет властей, на главной площади Архангельска собралось по разным данным от 3 до 10 тысяч человек. Участники акции объявили бессрочный протест. Когда 7 апреля люди вышли в Архангельске на несанкционированный митинг, я понял, что будущее у страны есть. Когда замороженный Архангельск, который я перестал даже уважать людей, архангелогородцев, я перестал, потому что они молчали, всегда молчали. И тут они вышли. «Мы тебе не шелупонь», — сказали они. Знаете, я стал уважать архангелогородцев. И я понял, что мы вот здесь на русском севере, возможно, повернем вектор развития России в целом. Вот что такое для меня ШИС. Во время митинга люди требовали не только прекратить стройку на ШИИСе, но и отправить в отставку губернатора области Игоря Орлова. Это был взрыв народного гнева. У нас с вами появился общий враг. Это мусорный губернатор Орлов. Этот недогубернатор уже ничего не стесняется. Он уже по телевидению говорит, что ему неинтересно наше мнение, что мы для него отстой, что мы для него шелупонь. Ты сказал, у тебя семья, твоя супруга, она как относится к твоей деятельности? Ну, она меня в основном-то поддерживает, потому что она понимает, что это необходимо. Вот. Но, как и у многих, у меня в этом плане были проблемы серьезные. То есть приходилось, ну, скажем так, отступать, где-то лукавить даже. Но, тем не менее, я как бы сразу в открытую сказал еще 10 лет назад, что я изменился, и я тем, которым я был, я уже не стану. В приоритете именно борьба, потому что дети растут, и все равно это... Да, семья неполноценная, это плохо, но рабство, которое передастся по наследству детям, это еще хуже. Поэтому тут отношения уже на второй план уходят. Круглосуточную вахту возле станции ШИИС активисты организовали в декабре 2018 года. Тогда антимусорный протест только-только начинал набирать обороты. Еще год назад этого лагеря здесь не было. На станции был всего лишь один вагончик, в котором дежурили по 2-3 человека. Мы в тот момент приходили на эту стройку, здесь работало более 60 единиц техники. Мы приходили и просто фиксировали на фото и видео те нарушения, которые здесь происходили. Мы видели, что никто не реагирует на эти нарушения, да, на эти заявления, и мы решили поставить пост-костер, где проходили бензовозы. Просто поставили людей, ни домика, зажгли костер и стояли 2 ночи, меняя людей, дежурили, чтобы не проходили бензовозы с топливом. Между тем, мусорный инвестор не сидел сложа руки. Рабочие вырубили около 50 гектаров леса, выложили площадку бетонными плитами, возвели на ней общежитие для строителей и охраны, соорудили хозяйственные постройки. Зону отчуждения обнесли забором. 15 гектаров леса, которые мы им дали, они выданы в режиме аренды. В сентябре или в октябре аренда заканчивается. В соответствии с законодательством Российской Федерации я должен получить объект обратно с восстановленными параметрами. Они на самом деле представили документы о том, что лес, который принадлежит государству, оплачен и передан государству. Но, повторюсь, я ожидаю по завершении договора на аренду возвращения объекта, восстановленный потребительскими свойствами. Либо они перейдут уже, собственно, к проектированию и выполнению работ. А на каком основании здесь вырублен лес? Никто не давал согласия. Возбуждено уголовное дело.
но преступников не найдено. Откуда-то с 50 гектаров вывезен лес, куда-то вывезен лес, кем-то вырублен. Никто не знает, и никто не занимается этим делом. Дальше, значит, министерство выделяет на льготных условиях участок, не контролируя, чем тут занимаются. Сюда приезжают экоактивисты и начинают защищать это место. И кто выступает против этих экоактивистов? Полиция, ОМОН, Росгвардия, суды, весь административный аппарат. Весной 2019 года обстановка на ШИИСе накалилась. Между активистами и силовыми структурами один за другим вспыхивают конфликты. Несмотря на неравную борьбу, активисты все же добились своего. Инвестору пришлось пойти на крайние меры. Топливо для строительной техники стали доставлять на полигон вертолетами. 10 мая прилетели вертолеты. Я был тоже там, тоже сидел в этом кругу. И вот тогда я понял, какой беспредел все-таки творится там. Когда я видел, как мы кричали, полицию звали, а они стояли за общагой и просто все это дело снимали на телефоны. Вот тогда я и повернулся головой. Как у нас некоторые люди говорят, шииснулся. Активисты как могли пытались помешать выгрузке горючего из вертолетов, но силы были неравны. Топливо сюда доставлялось вертолетами 3 раза. После этого ребята стали отказываться. В Архангельске 2-й авиаотряд отказался от доставки топлива на ШИИС. Когда ты будешь детей своих так кормить вот этим хлебом, ты скажи, каким ты образом ему это работал. Когда ты растаскивал народ, это против народа шло. Но, как ни странно, именно это противоборство привело к увеличению числа активистов. К местному населению стали присоединяться люди из соседних поселков и городов, а потом и из других областей. Вот у нас в протестной общности находится где-то около 300 тысяч человек. То есть кто в активном протесте, кто вот приезжает, кто на митинги ходит. Вот, не считая просто сочувствующих. Сочувствующих будет еще больше. И это несмотря на то, что власть предпринимает ответные меры. За протестную деятельность активистов штрафуют, заводят на них административные и уголовные дела, а некоторых увольняют с работы. Доброго здоровича! Бог да Христос, хлебосольная мастеровая Вилить вас в гости зовет. К сожалению, эти слова от руководителя туристско-информационного центра Вилить, Регуш Татьяны Дмитриевны, больше не прозвучат. Сегодня мне вручили уведомление о сокращении моей должности. И не только моей, но и всех сотрудников туристско-информационного центра. Именно здесь мы принимали наших гостей, составляли турмаршруты и отправляли в очень интересные экскурсии и путешествия каждого, кто хотел узнать о русском севере и о Велигодском районе. К сожалению, власти нашего района, считая туристско-информационный центр революционным штабом в борьбе за станцию ШИИС, предупреждая с мая месяца о том, что мы ведем неправильную деятельность, устали терпеть эту нашу экологическую деятельность и решили просто-напросто разогнать всех сотрудников ТИЦ. Сейчас на ШИИСе налажено круглосуточное дежурство активистов на нескольких постах. Связь они поддерживают при помощи раций. Связи. У нас сегодня люди едут к северному поезду, который до Воркуты. Принял. Сейчас он что-то идет. Главный пост, Ленинград, расположен на самом полигоне. Пост Баня стоит на лесной дороге в сторону Мадмоса, ближайшего к ШИИСу поселка Республики Коми. Пост Костер
контролирует дорогу со стороны Урдамы, самого близкого поселка Архангельской области. Еще один пост находится в нескольких километрах от полигона, около переправы через реку Вычегду. Река Вычегда, вот там находилась так называемый этот пост переправа, который разгромили, по-моему, недели 2 назад, да, Коль? У них там был вагончик, и они как переправляли, на чем? Там паром ходит. Они сам пост убрали, да? Сам пост они убрали, да. Ага. Да. И пост переехал теперь в поселок Мадмас. Мы вот сейчас как раз туда придем. Да, ну, собственно, теперь единственная возможность, это, поскольку льда еще нет, зимой можно будет по льду переправиться, а сейчас по железнодорожному мосту, по которому проход запрещен, но все ходят. Все ходят. Страшно. Ну, мы пойдем. А вот, кстати, какие-то люди, по-моему, уже идут в другую сторону. Вот, а дальше на машине сначала до шлагбаума, где там Газпромовская дорога, и там мы пересядем, и уже еще на другой машине мы поедем, собственно, до самого Шиеса, где находится вот главный лагерь. К слову, это не первая наша поездка на Шиес. Мы были здесь в конце октября и стали свидетелями того, как разворачивались события на посту переправы. Раз. Самая знаменитая, прошумевшая, наверное, на всю Россию, те, кто следит за ситуацией с Шиесом, они все это знают, произошла ровно 2 месяца назад, 27 августа. На данном посту был остановлен бензовоз с топливом. Здесь собралось около 200 человек вот на этой площадке. 200 человек приехали просто погулять с окрестных поселков и деревень. Яринск, Жешард, Казлук. Я тоже приехал с Сыктывкара, это 120 километров отсюда, мне ехать 2 часа. Вот Балок, который привезли сюда первым, с него, собственно, все и началось на этом месте. Здесь у нас раньше летом был костер, но сейчас погода портится. Сейчас поставили печку, сделали такой навес, вот люди там отдыхают, могут попить чайку, покушать, приготовить пищу. Здесь находится теплица, подаренная неравнодушными людьми. Вот, кстати, женщины как раз занимаются приготовлением ужина. Все уютно и пока еще тепло, но скоро будет уже холодно. Кстати, вот посылка. Отсюда много посылок начинают свой путь в сторону Шиеса. То есть люди привозят сюда, кто не может поехать, и отсюда те, кто едут на Шиес, увозят их. Этот пункт является не только блокпостом для бензовозов, но в том числе и сборно-отправным пунктом, такого типа военкомата. То есть люди, желающие поехать на Шиес, приезжают сюда, ждут здесь паром. Мы их можем накормить, напоить чаем, обогреть, ну, и вручить им посылки, и они поедут дальше. То, что вот прям меня цепляет до глубины души, когда мы открываем посылки, мы видим треугольники. Это письма, в которых люди пишут нам свои пожелания. Это как в войну. В войну не в конвертах посылали письма, а заворачивали листок треугольничком. Как на фронт, да, действительно как на фронт. Дети, которые хотят донести то, что они понимают, они рисуют рисунки. Рисунки, как правило, либо природа, которую мы сейчас отстаиваем здесь, либо войну. Ну, у каждого же свое сознание, кто что видит. Вот это меня трогает очень сильно, этот момент. Во время наших съемок к активистам подошел местный участковый, чтобы выяснить, кому принадлежит вагончик. Третий участковый за 3 суток. Ну, потому что нас всего здесь 3. А завтра по очереди. Завтра другой участковый приедет, да. Денис Валерьевич, а вообще с какой целью-то надо установить, чье это хозяйство? Для чего? Ну а чего оно тут незаконно или чего? Я не знаю. Мне он не мешает. Но у меня есть своя работа, которую я должен выполнять. Снести, что ли? Почему снести? А чего ты? Я не имею права его сносить. Я сюда его не ставил. Ну а приехать я же вам говорю, с какой целью? С целью узнать. Так вы говорите, кто знаете. хозяин.
Я не знаю, я вам еще раз говорю. Сейчас сказать, начальство знает. Предполагает. Да, зачем приехали, чего здесь решать? А мы не охраняем мусор, мы охраняем правопорядок. А вот чего вы пришли? А здесь чего? Скажите, пожалуйста, 23 числа какой правопорядок охранялся? Вы ни одно не зафиксировали. Посмотрите видео и ответьте нам. Где завтра в интернете. Есть я бы с удовольствием хотел посмотреть, только там все заблокировано, да. Вам запрещают? Для нас доступа туда нет. Вы раб, уходите оттуда, идите на ЖФК, там платят те же деньги, но вы там будете смотреть в интернет. Конечно, никто вам в спину не плюнет. Не, сейчас никто не плюет, насколько я вижу. Давайте я разбавлю анекдотом ситуацию. Давайте. Он со полосой. Собрали в лесу ОМОН, оперов из уголовного розыска и участковых. Поставили перед ними задачу найти и доставить лося. ОМОНовцы вернулись через полчаса со связанным лосем. Опера через сутки привели ежа и зайца, каждый из которых признался, что он лось. Участковые через 2 недели принесли объяснение от зайца, ежа, лисы, медведя и остальных обитателей леса о том, что в данном лесу лось не проживает. Пишите объяснение, я не знаю чье. Здорово, вы сейчас в роли кого? Зайца, ежа? Я? Да, мы все тут зайчики, ежики, мы все говорим, что мы лося не знаем. Лось где-то гуляет. Все понятно. Здесь точно лоси не живут. Ладно, до свидания. До свидания. Счастливенькая. А работу желательно поменять. Хорошо, подумай. До победы ШИСа поменяйте. Победим, возвращайтесь. Через несколько дней после этого разговора, а именно 29 октября, пост переправа был ликвидирован. Официальная причина – вагончик активистов находился слишком близко к линии электропередач. А поскольку владельца установить не удалось, то вагончик увезли на штрафстоянку в Сыктывкар. Так, это получается первый пост. Пост называется «Костер». Ага, это специально бревнами перегородили, чтобы здесь... Бензовозы не ехали. А бензовозы здесь ехали? Здесь едут. То есть вот с ОМОНом вот здесь бензовозы, они здесь прорывались? Да. Это произошло в 4 часа утра 23 октября. Со стороны Урдамы к полигону в сопровождении силовиков подъехали 3 бензовоза. В тот момент на посту «Костер» дежурили всего 5 человек. Активисты тут же вызвали подкрепление. Мы приехали в ШИЭС. Звоним, у нас тут ожидается прорыв, нам надо бы людей. Такая, ребята, и главное, вот те, с кем ехали тоже, я их еще не знаю, тоже так мало знакомые, они по взгляду поняли, я только на них посмотрела, и, по моему выражению лица после разговора с вами в Микуне, что, едем в Урдаму? Говорю, да, то есть я даже не успела сказать, куда нам ехать, они уже поняли. Вот это вот, это шиеснутые, вот мы такие, объединившиеся, да. Кто профессия? Я медсестра. Медсестра. Да. А остальные ваши компаньоны, которые... Остальные, кто парикмахерской, кто тоже в ЦРБ работает в регистратуре. Ага. Ну, то есть совершенно разные составы. Совершенно разные, абсолютно разные, да. И главное, вот, никогда мы не были близки так. Сыктывкар, Мадмас, Межок, Урдама, Котлас. Вот настолько вот это все сблизило, вот это... Дружба, вот эта взаимовыручка, это надо прочувствовать. Вот. А еще я сейчас ничего не боюсь после ШИЭСа. Я боюсь всего, но после ШИЭСа я не боюсь ничего. Расскажите про этот переломный момент, когда вы потеряли последние остатки страха. После первой же поездки. Чего вы боялись до этого, что увидели такое? Я боялась всяких там полицейских, боялась, там мало ли вдруг что-то не то сделаю, там вдруг не то скажу. Как-то такой, когда неуверенность была. Это такая социальная... Как это социальная, да. Сейчас я ничего не боюсь. Вы встали в протест, поняли, что можно... Ну, протест именно мирный протест. Тут я не хочу сказать, что я там прям вот... Я готова там пойти, там, перестреляю всех. Нет, тут мирный протест именно за экологию. У меня вот очень именно за природу. Они пользуются абсолютной поддержкой местного населения. То есть мобилизационный потенциал вот этого активизма – это тысячи людей, которые в случае чего, там есть так называемый механизм красной кнопки, то есть активисты объявляют там красную кнопку, и туда тут же приезжают десятки, сотни людей, которые готовы поддержать перекрытие дорог и так далее. Это очень ново, это очень неожиданно. Вот недавно прорыв был бензовозов. Конечно, мы их пропустили. Странно даже, как мы их пропустили. Не сработала красная кнопка.
Вообще, конечно, по идее, не должны пропускать такие вещи. Хотя там было много милиции, ОМОН, Росгвардия, там человек 50-60. Конечно, с этим трудно бороться. На посту было всего 5 человек. Но что-то предпринимать нужно было. То есть нам можно было с Урдамой быстро приехать, с Мадмоса. Активисты могли понаехать. Представляете, сразу приехало бы человек 200-300. Встали бы. И что? Не смогли бы они пройти. Эти 3 бензовоза. Люди среагировали, но красная кнопка не сработала. Прорыв бензовозов силовики провели по всем правилам спецоперации. С блокированием дорог со стороны Мадмоса и Урдамы. По состоянию на 9 утра, 23 число, Урдама полностью блокирована со всех сторон. Не пускают и не выпускают технику и людей. Также во всем поселке выключили электричество. У людей нет интернета, поэтому вся информация передается, пока есть телефоны. Также возможно, что будут поставлены глушилки, чтобы не было сотовой связи. 4000-ный поселок Урдама был отключен от электричества, был отключен интернет. Перекрыты были все дороги, отменены были все пропуска. И ночью в нарушение всех прав опасный груз, топливо это опасный груз, привозится в сопровождении мальчиков-эскорта, прошу прощения, в сопровождении ОМОНа и замминистра МВД Коми. А это территория Архангельской области. Замминистр Коми сопровождает бензовозы. 30 ОМОНовцев Сыктывкара сопровождают бензовозы для частной территории, для частной компании «Частный груз». Ну вот, собственно, это дорога, где несколько недель назад в сопровождении ОМОНа прошли бензовозы, которые топливо доставили вот на эту стройку. Тогда это видео многих удивило, потому что немножко странно выглядит, когда в сопровождении там ОМОНа, каких-то вооруженных людей бензовозы пробираются по лесу. Вот они здесь уходили вот туда. Ага. Там дальше переезд через... Они настилы делали. Угу. Дальше они уходили туда. В итоге топливо оказалось на стройплощадке. С нами не воюют ни ЧОП гарант безопасности, ни технопарк, ни ГБУ автомобильной дороги. С нами воюют частные лица, в чьих руках управление государственными структурами. А чоповцы себя как ведут? Как быдло, которое просто все их деяния это просто проходят безнаказанно. А чоповцы не местные? А они откуда? Или они вообще не разговаривают? Разговаривают. Кто откуда? Воронеж, Волгоград. То есть тоже со всей России? Со всей России. Сборная, то есть солянка. Угу. Ну, большинство с Удмуртии. С Удмуртии? Что это так? А у чоповцев какая цель? Они что если делают, стоят? Зачем? Ну, у них, походу, такая пропаганда, что мы тут все проплачены, что мы тут все за деньги. Они даже периодически тут называют цифры, которые нам платят. Ну, да смешно, вот так вот, ну реально просто. Где сейф с вашими миллионами? Не забудь записать, сколько нам платят. Да. Ну вот просто, ну насколько вот, ну здесь, вот они здесь зарабатывают больше, чем, допустим, чем бойцы, вот, ну реально бойцы, которые вот находятся в горячих точках, которые. А у них какие зарплаты здесь? Да? У них 3000 в сутки. 3000 в сутки? Да. У чоповца? Да. Да ладно. Да. И то есть, ну и по факту он зарабатывает больше, чем боец, блядь, Росгвардии, находясь в командировке. 3000 в сутки за то, что он стоит в своей балаклаве здесь. Да. Совершенно верно. Они что делают вообще? Как, Вы сейчас пойдете, вы все увидите. Сейчас мы с ними пообщаемся. Да, спросите, почему балаклава? Давай их снимай. Здрасте. А можно у вас какой-нибудь комментарий взять? Нет? А почему в масках? И вот эти. И они вот в ответ снимают. Понятно. А вы хоть куда потом выкладываете? Давайте мы вам скажем, куда мы, а вы куда. У нас будет с разных этих точек съемки. Людей в черном идентифицировать невозможно. Они не носят бейджиков, а на лицах маски балаклавы. Все это вопреки закону о частной охранной деятельности. При этом охранники вооружены не только видеорегистраторами, но и спецсредствами.
резиновыми дубинками и электрошокерами. Я считаю, что тот набор силовых структур, который там сконцентрирован, он избыточен. Но, насколько я понимаю, взаимно нарушения, которые там допускаются, они требуют достаточно серьезного поддержания там порядка. Потому что мы с вами знаем, со всех сторон там целая серия каких-то странных действий. Так эффект обратный получился. Нет, провокаций. Против женщин. В том числе, Против женщин. В том числе и провокации, да. Мы сейчас идем, так сказать, троллить ЧАП. Не знаю, что это будет значить, но сейчас мы все увидим. Даже нет кем поздороваться. Здравствуйте. Ты чего прячешься? Боишься? Вспышку убери. Это самая частая херня, которую здесь слышно. Не снимаю тех, кто явно плохо. Прям боится прям. А это сразу, вот уже видеорегистратор взял. Молодец. Это ваша охрана? А вы имущество технопарка? Тут эти в черные говорят, что охраняют имущество технопарка. Вы имущество? Вы куда? Вы своих потеряли? Среди масок заблудились. Да. Теперь масок много, оказывается. Вы только на один вопрос ответить можете? Ну вот или кивните, или нет, или да. Для чего вы тут? Чтобы будущее ваших детей отравить? Да? У вас есть дети, есть жена. Они кушают. Оп. О. Это правда, охраняет имущество. Ну что, кто такой-то? И они как своих, да, селом так уводят. Нет, это начальник. Залог это так раз. Небольшой, но начальничек. А им надо нагнуться перед начальником. Здравствуйте, ребята. Здравствуйте, ребята. Вот ты меня знаешь, я тебя знаю. Почему ты не здороваешься? Не разрешили? Правильно, стой, молчи. Заработал ты за год миллион, да, тут, да, на нашем горе заработал. Тебе этот миллион поможет? 2 миллиона ты заработал. Он тебе поможет? Ты купишь какую-нибудь убогую квартирку. Тебя это вообще не спасет, а совесть ты уже потерял. Квартира-то не понадобится. Ну, предположим, что он где-то издалека, совсем издалека. Совсем издалека, он ничего не знает, он не Природа понимает. смертную казнь не отменяла. Хоть он откуда. Обязательно. Это вернется. Правильно? Обязательно. А что за палатка? А, да ладно. Ага. Ну, пойдем, спросим. Здрасте. Да? А когда будет? А можно кого-то позвать? Нельзя. Что? Можно представиться, как вас зовут? А вас? Александр меня зовут. Меня Илья. Очень приятно. Как я понял, фотограф, да? Журналист. Как я понял, вы охранник. Совершенно верно. Да. Вы журналист. Можно хоть узнать, какой организации? Не, ну если вы стоите в маске и спрашиваете, какой организации, нет, нельзя. Я же должен сказать, кто зовет. Ну скажите, приехали, вот хотят инфоцентр посмотреть. Не, если вы снимете маску и представитесь, я тоже с удовольствием. Вы же не хотите? Да. Сейчас мы туда позовем начальника, если он здесь. Если не заболел или не уехал. А почему у вас бейджиков нет? А мы не обязаны бейджик носить. Охранник тоже должен. Вы почитайте законы по охранной и детективной деятельности. Бейджики носят там, где контрольно-пропускной режим. Представитель технопарка к нам так и не вышел. Хотя в его прямые обязанности как раз входит информирование общественности о предстоящем проекте. Около станции есть большая насыпь, на которой располагается дозорный пункт. В нем постоянно находится 2 человека, дежурят они по 2 часа, не больше. Здесь наверху почти всегда очень ветрено и холодно. Однако именно отсюда открывается отличный обзор на стройплощадку технопарка и лагеря активистов. Прямо как дозор у вас. Не как, а дозор. Смотрон. Да, это на стене, это вот в «Игре престолов». А вы здесь стоите, вы кого смотрите? Сейчас это есть Все, что да. рация, связь со всеми постами есть. А что они делают? Вот они здесь, там что-то тракторисом ездят. А сейчас на территорию чистят. Но работы они никакие не ведут? Нет. Вот где вот они стоят, где они чистят, вот здесь можно ходить? Это у них почти склад ГСМ можно назвать вот так. Это у них хозяйственные постройки.
Это вот и Ковчага, они живут здесь, и полиция, и чопики живут. А полиция где? Там же, там же. Ага. Так у них официальный пункт вот здесь, вот в здании. Центральным постом активистов считается Ленинград. Здесь расположен основной палаточный городок. Как говорят местные активисты, здесь больше всего коммунистов и родноверов. Здрасте. Я вот в телевизоре видел. Так, а вы здесь начальник? Нету начальников у нас. Ну, Я просто Аня Шикалова. все, да, ну самый главный, но не начальник. Не главное я. Здесь не главное. Не надо УПГ. Я понял. Мы просто тут давно, и все. Лидеров в лагере нет. Решения принимаются сообща. Обходится без графика дежурств. Самоорганизация у людей очень высокая. Вот мы с вами находимся в главном лагере на Шисе. Здесь есть такая центральная улица, есть кухня, есть столовая, есть вот палатки, в которых хранятся запасы. Есть разные палатки, домики, где может жить почти 60 человек. Постоянное число разное, сюда люди приезжают, причем приезжают со всей России. Кто-то приезжает на неделю, кто-то живет здесь месяцами. И все эти люди охраняют вот это место от строительства полигона, которое вот здесь собираются делать. На полевой кухне готовят все время женщины. Мужчины в это время заняты другими хозяйственными делами. Там суп сварился, пойдемте кушать. Спасибо. Все, спасибо. На здоровье. Такой вкусный, ароматный. Вот такой. Чайной ложкой? Это мне десертная. Спасибо. Приятно. Пообедать, пообедали. Вот это молодой человек не хотел делать. Не оставит супчик. Тут перекрытие. Вот ту стенку можно утеплить. Пенопластом. Как быстро стройка завершится? Вот это? Да. Это все зависит от людей будет. Ну... Вот как замерзнут, так и быстро сделают. Раньше было все открыто, все было на свободе, ветер тут гуляет, потому что все вырублено. Гуляет ветер, вода тут же остывает, руки мерзнут, это было когда в апреле-марте. Сейчас, спасибо нашим мужчинам, все закрыли. Тут готовим, там моем, там тоже приправы, посуда. Печка всегда горячая, всегда горит, мужчины поддерживают, суп горячий. А это как у вас, как жилой домик? Это приезжает издалека, палаток не хватает. Ага. И вот так мы и живем. Девушка спит сейчас на данный момент. А не хватало, людей было много, и стали люди подъезжать, молодцы, приезжает много людей. Сейчас только из Москвы, наверное, человек. Это вы сами все эти домики построили? Это вот, да, у нас есть Коля, руки золотые. И вот он сам ляпает из ничего, можно сказать. Ну, видите, да? Да. Баннеры люди привозят. То есть просто одеяло, да? И да. Тут... Ну, тут можно жить. А, это та палатка, где у нас чуть не сгорел оператор. Да, вот он тут спал. Он лежит, говорю, дым везде столбом. Это просто поспать, знаешь, так. Прикол вчера был. Я говорю, никогда, чтобы место было всегда занято. Хотя бы, ну, рюкзак. Пошел в туалет пописать. Ага. Смотри, займу. Да он думал, я шучу. Ага. Он встал. Приходит потом одетый уже, а он в таких тренировочных штанах таких, знаешь. А на его месте кто-то спит уже. Он приходит и говорит, Ань, ты права была, там спят. Я говорю, я тебе говорила. И он на кухне так и сидел, ждал, когда там люди выспятся. Снабжение лагеря обеспечивается собственными силами. Те, кто не может лично приехать на эко-вахту, поддерживают активистов продуктами, деньгами и одеждой. Это сушилка вот. Там палатки, подушки. Видите? Да. Тут всегда обувь. А тут у нас теплые носки, рукавицы все, они просто нам помогают. Это все, что люди присылают? Все, что люди присылают. Это постельное белье, там теплые вещи, вот сейчас теплые вещи, куртки, очень много. Вот тут носки вяжут женщины. Нам с Эстонии пришла на днях посылка. Женщина носки вязала, шарф. Шапки. Тоже нам помогли, палатки купили, сталинский полк, да, вот они нам привезли, вот те палатки передали. И еще там домики есть. Вообще в лагере сколько вот может сейчас жить человек? Вот сейчас спать
Да. спать. 58 человек я посчитала. Может. Но кроме этого кто-то дежурит, кто-то на кухне, кто-то может в столовой. Человек 100-то можно. Но желательно больше. А как у вас тут уживается? То есть и вот кресты, и Сталин, и все остальное? Можно я скажу? Да. Я говорю, мы объединившиеся, мы объединяем всех. И кресты, и Сталин. Крест стоит. Мы верим в Бога, да? Мы надеемся. Мы хотим победить, правильно? И что бы и кто бы ни был, все мы люди, все мы братья, и мы должны вместе быть, правильно? А вы говорите, кресты. Кто-то верит, да, что Бог нам поможет, а кто-то верит, да, Сталин нам поможет, сила Сталина. Пускай они будут все рядом, мы должны победить. Активисты постоянно сменяют друг друга. В основном люди проводят здесь свои выходные и отпуск, но есть и те, кто задерживается на ШИЭСе надолго. Сейчас зайдем вот на баню, пост баня, люди моются, потому что люди приезжают, говорю, издалека на неделю, на 2, на месяц. Пост баня находится на лесной дороге, примерно в 200 метрах от лагеря. Здесь постоянно дежурит 3 человека. Назван он так, потому что здесь есть баня, которую топят для всех желающих. В баню можешь заглянуть. Прям по-настоящему все. Ага. И парилка, и все дела. Просто генератор экономим бензин, и днем мы не включаем генератор. Коля, а вот он тихонечко стоит, а это этот человек, который все делает. Надо закрыть баню. Не надо, все. А он пойдет топить уже, значит. Коль, мы скоро вернемся. Вот в лагере у них есть раздельный сбор мусора. То есть вот здесь вот пластик, банки, полиэтилен. Это на сжигание, банки, в общем, прямо все рассортировано. И потом они оттуда это вывозят в ближайший поселок. Здесь никакого мусора не остается. То есть даже вот здесь все экологически чисто. Чтобы вы понимали, находится это прямо вот буквально за воротами вот этой вот площадки первой. Видны вот эти вот отвалы, и там еще большой забор. Там буквально 50 метров это железная дорога, станция ШИЭС, которую они закрыли. Там вот пост полиции и вот бывшее здание станции, а там техника и вагончик, где живут чоповцы. То есть мы сейчас находимся буквально в самом сердце того места, где должен быть распределительный пункт. То есть по плану сюда должны были привозить мусор на поездах, здесь его разгружать. Здесь очень такая интересная ситуация, потому что с одной стороны здесь защитники ШИЭСа, с другой стороны здесь повсюду вот ЧОП, и у них свои будки, и они защищают свою стройку. Вот между ними такое довольно напряженное отношение, такого прямого какого-то жестокого конфликта нету, скорее такие вот мелкие пакости, которые люди отбивают со стороны ЧОПа. Рабочий поселок ШИЭС был основан в 40-е годы. Через 30 лет дорога из бревен, которая вела к станции через болото, сгорела. Тогда поселок решили закрыть, а его жители разъехались кто куда. Дома разобрали на бревна и кирпичи. Здесь поселок раньше был. Вот это вот остатки школы. А вот тут у них были магазины. На этой стороне был поселок, да? И через Железку, где вот станция, через Железку был поселок. Там железнодорожники жили. Татьяна рассказывала, дома стояли, да, и у них были мосточки. Они выходили, они не могли ходить вот так просто. Вот такие мосточки деревянные. А самое интересное, в этом месте не было кладбища. То есть те, кто здесь проживал, рассказывают, что погост у них был выше, потому что здесь, когда деревня была, ну вот поселок, при первых захоронениях всплывали трупы, поэтому вот после этого перенесли погост выше. На сухое место. На сухое место, да. Тут реальное болото. Я зашел в лес и оттуда вышел босиком, потому что брод не утопил. Еле вылез оттуда. Вот, 100 метров от железа. Я тоже не понимаю. Ну да, то есть они нашли какое-то прямо такое очень странное место для этого. Они не думали, что такой маленький поселок, как Курдама, встанет и объявит о себе. Ну что такое? 4000 человек. Ну что это такого? Имадмасла 800. Что это? Пляж для них было. Но они не думали, что такие маленькие поселки вот так вот громко о себе заявят. Будь здоров. А теперь об этом говорят все. И никто отсюда не уйдет. Я помню деревню, где еще с утра жизнь просто бурлила, да?
То есть по дороге шли мужчины, женщины там на работу, да, дети, там садик работал двухэтажный, школа, где я учился начальная, там клуб. Сейчас я въезжаю в мертвое село. Я вижу своих одногодков, которые уже лежат на кладбище не один год. Мне 50 лет, а их уже нет. Я вижу, как мой народ умирает. Вы думаете, мне как человеку это легко? Извините. Это моя земля, мне некуда уйти. ШИЭС находится в Ленском районе Архангельской области, всего в 4 километрах от границы с республикой Коми. Исторически эти земли населял народ Коми. На самом деле ШИЭС это Коми Шиес-Айоль. Шиес-Айоль это хомут, Йоль это лесная река. То есть лесная река очень извилистая, она похожа на лошадиный хомут. Да? И почти все географические названия вот той области, начиная от Котласа, это в основном, конечно, древнепермские. То есть это язык моих предков. Да? Вы Коми? Да, я сам Коми. И поэтому, когда стала вот эта проблема, с одной стороны, да, вроде бы это для нас, для жителей Коми республики, это как бы, ну, за своеобразной границей, да, что там скажем, это Архангельская область, да, но с другой стороны, это земля наших предков, соответственно, это не может нас не волновать. Соответственно, это коснулось и Коми людей. Это территория расселения Коми, зыряне их раньше называли. Вот. И сейчас интересная ситуация, то есть вот эта ситуация с ШИЭСом очень большой дала толчок национальному движению. То есть раньше, если национальное движение, Коми-движение, оно находилось в неком там маргинализированном таком состоянии, да, это были отдельные активисты, отдельные представители Коми-интеллигенции, то сейчас это превращается в некий мейнстрим, элемент мейнстрима. То есть когда Коми-националисты выдвигают требования, и эти требования находят поддержку, причем не только вот в интеллигентских таких кругах, да, а в сельских районах, окружающих Сыктывкар. Из-за ситуации на ШИЭСе в Коми все больше говорят о независимости от Москвы. К таким разговорам людей в том числе подталкивает политика федерального центра в отношении национального языка. Да, это провоцирует. Это провоцирует в определенной мере. Причем, ну давайте смотреть, в Коми на территории республики это 1/3 примерно, да? То есть 33%? Ну, где-то в районе 30-35%, может чуть меньше, чуть больше, да? Но так называемой независимости, да, там вот такие кухонные разговоры, они ведь популярны не только среди Коми, они популярны даже распространяются и среди, скажем, русскоязычного населения. Вот сейчас прошли выборы на городскую конференцию Коми народа. Если раньше на эти городские собрания, которые по, ну, как бы относительно по округам, там собиралось 5-10 человек, да? Извините, сейчас в Сыктывкаре собрания публично не прошли, значит, начиная от 15 человек, заканчивая 200. То есть на последнем собрании... Такого не было раньше? 200 человек собирал съезд Коми народа. Съезд раз в 4 тут просто года. собрание. А тут собрание просто небольшого района города для выбора 5 делегатов. Собралось 200 человек. Она была в актовом зале Коми национальной гимназии. Не хватило сидячих мест. Это, видимо, тоже о чем-то говорит. Причем были замечены там и московские политтехнологи, и представители власти. То есть накал. Власти не ожидали столь бурной реакции местного населения и, по всей видимости, не были готовы к подобному повороту событий. Я думаю, что ключевая проблема на самом деле не столько даже в этой свалке. Это повод, это вот спусковой крючок, триггер. Да, а все это наложилось на общую напряженность и общий негатив по отношению к Москве. То есть здесь действительно... То есть ты думаешь, это протест в первую очередь против Москвы, а не за экологию? Конечно. Если сравнивать негативное воздействие свалки в районе ШИЭСа и свалки под Сыктывкаром, которая там летом горит, там, которая переполнена, то, разумеется, намного жестче воздействие той же свалки в Сыктывкаре. Просто это вот то зерно протестное, которое упало на благодатную почву. И это первый фактор. А второй фактор, им действительно вот этим вопросом никто не занимался. Очень, до последнего времени, ты можешь просто проанализировать, да, есть контрпозиция, да, есть позиция протестная, объясняющая, почему свалку строить нельзя, а позиции со стороны стройки нет. То есть почему она нужна, почему она важна, там, и что она принесет, для чего это все делается, эта позиция отсутствует.
Вот сегодня стоит задача, я встречался с инвесторами, стоит задача максимально открыто, максимально понятно, с представлением всех документов, работать сегодня с людьми на территории Урдамы. Я очень рассчитываю, что это будет выполнено, особенно сейчас, когда они закончили некие изыскания, как они утверждают, подготовительные работы. Вы все знаете, что это построено на площадке РЖД. Только спустя год после строительства полигона инвестор удосужился открыть инфоцентры на станции ШИИС в Яринске и Сыктывкаре. В последний мы и обратились за разъяснениями. Выбрано было из следующих параметров. Это отсутствие населенных пунктов ближе 20-30 километров. Свободная от грузов станция, на которой можно развязку построить, не нарушая линейное движение поездов. Инженерно-геологические изыскания, которые должны показать, что метр болот, которые там сформированы, под ними залегается около 20-30 метров глины. Это основные моменты, по которым было принято решение. Между тем, анализ протестов действительно показывает, что многие люди до сих пор не понимают, какие технологии намерены применить в ШИИСе. По предварительной оценке инвестора, болот на предполагаемой территории экотехнопарка нет. Причем глинистые грунты, по его мнению, не позволяют дождевым и талым водам на ШИИСе уходить в землю. Впрочем, проект объекта все равно предусматривает гидроизоляцию. Некий экран, который состоит из нескольких слоев изолирующих покрытий. О чем не говорят активисты, это самое основное, что проект предусматривает действительно защитный экран, многослойный и с наличием канализации, которая будет фильтровать сточные воды и также фильтровать воду, которая, возможно, попадет загрязненная на полигоне. Схема работы экотехнопарка должна выглядеть следующим образом. Подмосковный Люберецкий экокластер будет принимать твердые коммунальные отходы, измельчать их и сортировать на органику, стекло, пластик, бумагу и картон. Тот мусор, который не поддается сортировке и переработке, будут прессовать и упаковывать в брикеты. Затем эти брикеты будут на поездах доставлять в ШИИС и складировать на территории экотехнопарка. Брикеты планируют хранить около 30 лет. Дальше эти брикеты можно использовать путем сжигания и получения низкокалорийного топлива, то есть РДФ топлива превращать. Либо на повторную сортировку их отправлять. После захоронения брикетов территорию собираются рекультивировать, а затем ввести за ней постоянный гидрогеологический мониторинг. Но нельзя сказать, что опасения активистов беспочвенны. Этот болотистый район находится в зоне санитарной охраны источников питьевой воды и имеет тесную связь с речной системой. Мы выяснили, что проект уже осуществляется, оценили его осуществление именно по космоснимкам в динамике. С июля 2018 года до настоящего времени и оценили по космоснимкам и по материалам лесоустройства окружающую лесную территорию, окружающую станцию ШИИС и прилегающие к ней лесные массивы. И пришли к выводу, как специалисты, лесные экологи, ландшафтоведы, о том, что это самая верхушка моренной гряды, на которой расположены верховые болота, которые аккумулируют в себя все поступающие сверху осадки, в том числе водные. И затем из этих болот, с этой верхушки, все стекает в окружающие ручьи и затем речки, которые в конце концов попадают в реку Вычегда. Экологи не исключают и более масштабных последствий. Ведь полноводная северная река Вычегда впадает в Северную Двину, а та, в свою очередь, в Белое море. В случае их загрязнения может пострадать вся экосистема русского севера. Да там даже не просачивание будет, там будет просто стекание с этой горы отходов в воду. Вы можете себе представить, это такая вершинка холма, с которой все стекает. Как бы вы там не ограждали ее, какими бы специальными барьерами не огораживали, с нее все равно будет стекать. Это так устроено в природе. Так или иначе, дело теперь за исследованиями и экоэкспертизами. Также должны будут пройти общественные обсуждения проекта. Мусороперерабатывающие заводы многие строить не хотят.
Или рядом с собой видеть не хотят. Мусоросжигательные заводы не хотят. Свалки не хотят. Увозить не хотят. А чего мы хотим? Мы хотим зарастать мусором? Тоже нет. На сегодняшний день в России около 30 тысяч мусорных полигонов. Из них легально лишь 18 тысяч. Самый большой мусорный полигон в России находится в Домодедовском районе Московской области. Он занимает площадь 123 гектара. Предполагается, что площадь полигона в ШИЭСе будет в 2 раза больше. ШИЭС был пилотным проектом, то есть помимо вот этой площадки по размещению отходов планировалось еще несколько площадок. Да, но я сейчас понимаю... И теперь, если отказ от этого проекта произойдет, то непонятно, что в целом делать с московским мусором в таких объемах. Что с этим можно делать, потому что подмосковные полигоны либо заполнены, либо вот в результате поручения там, Путина по Волоколамску, они должны быть закрыты к определенному сроку, по-моему, 24-25 год. Что дальше? То есть это же миллионы тонн. Это же да, Москва проблема. генерирует в 2018 году было 5,5 миллионов тонн, и здесь надо понимать, что это число постоянно растет. То есть за последние 10 лет Москва начала твердых бытовых отходов в 2,6 раза больше увеличилось вот этого мусора. То есть сейчас, вот в прошлом году было 5,5 миллионов тонн. Это очень много. Да, что с ним делать? То есть тогда на этот вопрос нет ответа. С этим связано, насколько я понимаю, увольнение замминистра природных ресурсов, который курировал мусорную реформу. То есть сейчас нет хозяйственного решения, а это же непреодолимая история. То есть вот ты сформировал 5,5 миллионов тонн мусора. Куда их деть? Это уже не политический вопрос, это вопрос серьезнее. Ты же не можешь их аннигилировать. Но знаете, некоторые страны продают свой мусор, продают, и у них покупают, а некоторые платят за то, что вывозят в другие страны. В Европе тоже так как ни странно, такая практика имеется. Но в любом случае, наверняка, кстати, Москва тоже собирается платить за это Архангельской области. Я, честно говоря, детали не знаю, но это почти на 100%. Но в любом случае эти вопросы должны решаться таким образом, чтобы не создавать новых проблем и не вредить людям, которые там в данном случае живут. Потому что если уж вывозить, так вывозить, наверное, в такое место. Да, причем это, кстати говоря, насколько я понимаю, достаточно временное решение, потому что это должно все происходить до строительства соответствующих сооружений по утилизации твердых бытовых отходов. Значит, но даже промежуточные решения, они должны приниматься таким образом, чтобы не создавать новых проблем и людям не вредить. Москвичам не нравится, и правильно не нравится. Москва не может мусором зарастать, 10-миллионный город. Но и в других регионах не нужно создавать проблемы. 18 июня 2019 года мэр города Москва Собянин подписал постановление, которым с 1 января 2020 года Москва переходит на раздельный сбор отходов, РСО. Что это значит? У них вообще до 2022 года не было это даже в планах. Тут с 1 января в каждом московском дворе будут стоять отдельные контейнеры под раздельный сбор отходов. В Москве, в Подмосковье, по данным на прошлый год, около 400 мусоперерабатывающих заводов, которые загружены на 10-15%. Так вот, простой пример. Если мы просто выносим мусор в мусоропровод, то из этого мусора может уйти в переработку 4-5%. Если мы изначально делаем раздельный сбор отходов, то есть отдельно пищевые, отдельно, допустим, пластик, бумага, картон, стекло и так далее, то из вот этого сортированного мусора в переработку идет до 75%. 5% или 75%. Какая польза для экологии? Сколько деревьев будет спасено? Эти заводы будут загружены. И не нужно будет вот этих ШИЭСов. И потом они смогут заняться, собственно, культивацией тех свалок, которые есть. Это огромный прорыв, и мы продавили Москву на такое решение. В любом случае, это должно быть в диалоге с людьми, которые там живут. Вот я обязательно поговорю и с руководителем области, и с Сергеем Семеновичем Собяниным. Они не могут решать это келейно и не спрашивая мнения людей, которые проживают в непосредственной близости от этих полигонов. Вообще не очень понимаю, зачем создавать опять полигоны, если о нем идет речь, в непосредственной близости от населенных пунктов. И поговорил, и даже дал поручение по этому поводу.
Но срок вышел, а никаких опросов власть за это время так и не провела. Мы же не стали ждать, когда к нам Орлов или Собянин обратится с вопросом. Они же не обращались к нам с вопросом. Мы сами собрали письма, подписные листы. И более 60 тысяч подписей привезено было на Ильинку. В администрацию президента все было сдано. Оттуда пришла бумага. Вопрос сложный. Надо еще подумать. Сказали, до 27 октября президент точно ответит. 27 октября президент нам ничего не ответил. Вот это молчание, наверное, и есть самый громкий ответ. Это все, что думает государство в отношении народа. Не думает оно о народе. Сейчас на ШИИСе временное затишье. Застройщик приостановил работы и готовит все необходимые документы. Активисты не знают наверняка, что это может значить. Поиск компромисса или простое ожидание политической воли. ШИИС чей? Наш. Наш. Ты в курсе, сегодня много народу-то уезжает? Уже уехал, еще уезжаем. Я знаю, так я тоже живу. А сколько остается? Так еще же приедут в Сурдамы сегодня. Приедут сегодня? А, ну слава богу. Ну вот кто-то приедет все-таки в Сурдамы, слава богу. Вообще, конечно, у нас проблема становится. Народ, может быть, немножко устал по другим причинам, да и плюс никаких действий особых не проявляется. Но люди остаются на постах и не собираются никуда уходить. Они считают, что противостояние еще не окончено. Вот он нас охраняет. Это Брестская крепость. Тут у нас колодец. Колодец ребята вычистили. Чужой не зайдет, если что. А вот тут оставляют, ну это не все, конечно, кто тут был, да? Оставляют дощечки. Откуда он? Вот смотрите, я вот говорю это, конечно, постоянно. Девушка Перин из Франции, Сан-Мало. Она родом оттуда. И почему мы еще не победили? Не ответите вы на этот вопрос? Нет. Почему? Вот смотрите, это не все просто так. Сан-Мало. Нас мало. Вот так вот. Вот когда будет больше, мы победим. Объединяться надо. Так, вот там тоже ребята живут. Она вообще солдатская палатка это, да? А внутри, опять же, утеплялись, готовились к зиме. Ну а ваши действия вот относительно, вот они завтра придут сносить? Мы встанем. Мы встанем на защиту нашей земли. Мужики должны быть. Пускай нас бьют, я не знаю, пускай нас забирают. Мы на это готовы. Ну вообще думаете, как получится отстоять? Как настроение? Ну, зачем думать? Просто я сюда приехал не просто прогуляться в лес, я сюда приехал за свою родину бороться. А много сюда вообще не местных приезжает? Очень. Сейчас, в последнее время, очень. Я говорю, вот там с Ухты люди. Да, да. Едут с Северодвинска уже 10 человек. Вот на данный момент. Мне звонили 12 числа, они приедут, тут будут. Нам надо просто размещать людей будет. А у нас самое То есть сейчас главное... увеличивается этот лагерь здесь? Очень. Много встало людей. Едут с Подольска. Так, с Питера. Ну, Москва. Отовсюду. С Адыгеи была девушка. Вы представляете, на сутки с Адыгеи приехать? Камчатка. Приезжала женщина. Ты как человек, который занимался, в том числе там и политикой, ну, примерно понимаешь, как это работает со стороны власти, да? Вот есть ли сейчас какой-то выход из этой ситуации, или это для власти вот такая патовая ситуация? То есть, потому что, насколько понимаешь, любые действия в этом направлении, они ведут к проигрышу и к усилению вот этих протестных настроений. Ну, из любой ситуации есть выход, то есть выходы есть простые, выходы есть сложные. То есть простой выход это либо там отказаться от этого проекта, либо прожимать до упора. Прожимать до упора это такая, опять же, большая загадка. Ну, ты же не можешь сопровождать действительно каждый вагон вот как сопровождали эти бензовозы. Слушай, а если что-то происходит, у вас же есть какая-то там красная кнопка, да, вот эта вот система оповещения? Сильнее! Сейчас увидите. И сразу все выходят. Да, и сразу все выходят. Это утром так все выскакивают. сигнал тревоги, и все, кто слышит, все выходят, значит, что-то случилось. Учебная тревога. Это был ШИИС, друзья. Надеюсь, мой фильм помог вам разобраться, что здесь происходит. А вас, как обычно, прошу распространить ссылочку, написать комментарий и сделать так, чтобы как можно больше людей увидел этот ролик. Всем пока, увидимся завтра в новом видео.